Итак, ребят, что ж, всем привет, и сегодня у нас будет необычная игра, а точнее, Jude Sim. Ну, это типа симулятор. Симулятор судьи. Я судья, да. Буду судить сегодня вообще за все, да, за что только можно. Будем давать различные сроки, вычислять наказания и тому подобное. Я надеюсь, игра будет очень интересной, потому что, ну, честно, очень интересно, что получится. Так что давайте начинать. Так, колокольчик. Окей. Ну, звонок или выключатель? Наверное, звонок. Открыли дверь. Так. Ваше имя. Почта на твое имя. Мое имя будет просто Мелдейс. Нормально. Пойдет. Окей. Уважаемый Мелдис, вас назначили судьей. Аллилуйя, наконец-то, спустя 10 лет подготовки я стал судьей. Вот так вот. Итак, Банановая республика, здание суда. Настоящее время. Так. Уф, галстук какой деловой. Это комната суда, типа, да, переводится. Так, нам подсветили вот этот конвертик. Итак, ваша честь, прежде всего, мы как представители министерства желаем вам успехов на новом посту. Мы хотели напомнить вам о деталях, которые важны для правильного суждения. Улики. Улики найдете в файле улик. Вы также узнаете, содержит ли планшет цифровые улики. В файле дела содержится содержание дела и информация о подсудимых. Нажав на микрофон, можешь задать обвиняемому несколько вопросов. Эти вопросы сыграют важную роль в вынесении вами решения по делу. На планшете можешь получить доступ к некоторым цифровым доказательствам, например, записям камер видеонаблюдения или аудиозаписям. Также можешь получить доступ к записям ваших диалогов с обвиняемым через микрофон. В книге закона содержатся правила и наказания за правонарушения, которым вы должны следовать, чтобы принять правильное решение. Наконец, ты вынесешь решение по делу. Помните, что ваше решение будет иметь последствия. Принятие неправильных решений по делах книги законов приведет к тому, что ваши бары увеличатся. От того, насколько полны ваши бары, зависит вероятность выпадения 12 на экране кубиков после каждого дела. Поэтому помните, что игра может закончиться даже если ваши бары заполнены не полностью. Министерство юстиции, это типа какой-то там, да. Так, во-первых, что тут у нас есть? Дядя. Мы типа его судим. Полицейский, и вот здесь полицейский. Так, чем я могу помочь, ваша честь? Запросить специальную защиту. Типа это если мне угрожает кто-то? Нормально, у меня 0 баксов, психическое здоровье 100, а ваш шанс стать жертвой покушения очень низкая вероятность. Вероятность ареста очень низкая вероятность. Окей, давайте начнем с красной папочки. Итак, в этом деле нет никаких доказательств. А что, собственно говоря, за дело? Итак, досье дела, имя, фамилия, возраст, пол мужчина, номер отпечатка пальца. К суду Банановой республики. Обвинение. Ограничение нарушения. Примечание. Джеймс Эдли был задержан в 2:00 после установленного времени ограничения в 22:00 на основании того, что он не дал согласия на применение уголовной процедуры. Ладно. Заявление. Джеймс Эдли. Было около час без 10 короче. Я плохо себя чувствовал. В тот момент я забыл, что существует ограничение, и просто бродил вокруг. Я увидел патрульных полицейских, вспомнил, что существует ограничение, и настоял на том, чтобы мне не выписали штраф. Вот так вот. Это все, что есть по делу. Ну чё, конвертик мы уже прочитали, получается. Тогда чё? Давайте поговорим с ним. Почему вы не позволили полиции принять карательные меры? Потому что я думал, что был прав, а они не дали мне шанса объяснить. Я не хотел, чтобы до этого дошло. В своем заявлении вы сказали, что плохо себя чувствовали ночью. Почему вы не вызвали скорую помощь? Как я уже сказал, ваша честь, первое, что пришло мне в голову, это выбраться. О подробностях я не думал. Чё о подробностях? Ладно.
А теперь мне с этим надо думать. Короче, он вышел, потому что ему типа плохо стало. Ну ладно. Давайте как бы... Так, правило. Статья 1. Обвиняемый приговаривается так, к сумме наказаний за преступления, перечисленные в разделе обвинения. То есть, если он совершил несколько преступлений, то он несет наказание и за то суммируется. Ладно. Так, преступление и наказание. Так, убийства здесь нету. Кража, вербального нападения нет. Преступление подстрекательства, физическое, общественные преступления. Так, умышленные повреждения общественного имущества, невыполнение обязательств. Вот это, наверное. Вот. Подстрекательство людей к ненависти и вражде. Наверное, получается 2 года тюрьмы. Вы на приколе? Ну, ладно. Раз он сам признал свою вину, то, ну, по сути, он виноват. Как ни крути. Так, электронная почта пусто. Сворачивайся. Так, записи это то, что мы просто поговорили только что, и все. Ну чё, тогда будем делать, наверное, по закону. Я не знаю. Ну ладно. А по закону у нас что? По закону у нас он виновен. 2 года, мать вашу, тюрьмы. Ну ладно. Я бы ему, возможно, исправительные работы, вот это типа того. Ну, он как бы... Блин, я думаю, 2 года это прям много. Типа, камон, это очень много. 2 года за то, что вышел погулять ночью. Блин. Не, реально что-то жестко. Так, ну давайте тогда... Короче. 6. 0.5 года. Вот, полгода. И давайте 1 месяц. Нет, тогда давайте 3 месяца вот исправительных работ и $100. Все, спасибо. Я думаю, этого будет, ну, нормально. Так, успешно и успешно. Так. Окей. Сохранение игры. Неделя 1. Четко. Так, выйти, закончить день. Я могу выйти на улицу. Есть у меня мозги. Есть какие-то собачонки, кошки, точнее, и люди какие-то они стрёмные. Ну ладно. Так, 0 денег. Давайте выйдем. Казино. Вау. Так. Колесо фортуны. У меня денег нету. Поэтому я не могу ничего поставить. Ну ладно. Тогда давайте, что ли, заканчивать день, потому что я ничего, собственно говоря, сделать не могу. Ну, наверное, это потому что было обучение, собственно говоря. Вот так. Закон принят. Теперь преступникам с судимостью будут назначаться наказания с отягощающими обстоятельствами. Вот так вот. Ну ладно. Мне нужно еще запомнить все эти законы. Представьте себе. Они вот здесь вот, да, записаны. Окей. Давайте сразу. Что по делу? Так, криминальная судимость есть. То есть, если он виновен, то виновен жестко. Вот так. Так. К суду Банановой республики. Обвинение. Хранение, транспортировка наркотических средств. Ничего себе. Примечание. У Алексея Брендова, который был пойман в ходе проверки личности, проведенной полицейскими командами вечером, в результате личного досмотра было обнаружено небольшое количество наркотиков. Ничего себе. Примечание. В результате сканирования личности выяснилось, что этот человек уже дважды был судим за хранение, ношение наркотиков и был оправдан. В результате последующего расследования не было найдено никаких доказательств того, что Алексей Брэндон занимался торговлей наркотиками. Заявление.
Алексей Брэндон. Я признаю, что переместил предмет, но я использую его только в своем районе и когда я один, чтобы успокоить свой разум. Я никогда никому не причинял вреда и никогда не причиню. Я не буду использовать это вещество в будущем. Ну, если честно, это выглядит как какое-то говно. Ну ладно, промолчу. Ну чё, давайте посмотрим. Доказательства. Приметы найдены при Алекс Брэндон после обыска. 5 миллиграмм. Ну, я думаю, 5 миллиграмм. Стоп, это миллиграмм. Это даже не граммы, это миллиграммы. Ну, он вполне себе вряд ли торговал, мне так кажется. Наверное, он просто для себя использовал. Ну ладно. Вы собирались продать эти вещи до проверки документов? Нет, ваша честь. Я как раз шел домой и вдруг увидел полицейских, проверяющих документы. Я хотел изменить направление, но уже попал в их поле зрения. От кого ты получил этот предмет? Я получаю его через своего друга, но не знаю, у кого он его покупает. Является ли человек, которого вы называете мой друг, близким другом? Нет, ваша честь. Кого-то я встретил месяц назад в пабе под названием Гранд Паб. Я не знаю его лично. Ну, если честно, мне кажется, это просто отмазки, то, что он его там не знает, еще что-то. Потому что, скорее всего, он, был пойман не за торговлю, а вот просто за то, что их привозил, да. И я думаю, достаточно-таки понятно, что, скорее всего, у него просто зависимость, в клинику, я не знаю, как его в клинику положить, пусть сам решает, ложиться ему в клинику или нет. Так что да. Давайте-ка посмотрим на планшете у нас. Скорее всего, ничего нету. Магазин. Зачем нам магазин? Игрушка для кошек. Ничего себе, это может пригодиться когда-то. Потом. Так. Алло, брись. Так, ну давайте посмотрим закон. Преступление кражи. Так. Подстрекательство физической, общественные, сексуальные, финансовые. Вот. Так. Контрабанда. Нет, это не то. Организованная преступность, преступления против государства, киберпреступления, преступления на дороге, наркотические преступления, вот. Хранение, транспортировка наркотических средств. Так, наказание, 10 месяцев госслужбы, усиленное наказание, 18 месяцев госслужба и 5000 денежное наказание. Получается. Что ж, ну будем делать по закону, потому что оно заслужил, чел, ну реально. Вы чё? Короче, тебя судим. Во-первых, виновен. Во-вторых, здесь целых 18 месяцев. Это, получается, больше года исправительных работ. И плюс 5000 баксов с тебя. Ой, не 500, а 5000. Вот. Все, давай. Погнали. Так. Окей, выпали нормальные такие кубики. Вот, я не знаю, что будет, если выпадут плохие кубики. Вот, может, меня арестуют, а может быть, еще что-то. Но вроде как должно быть все хорошо. Так, денег 0. Ну что, тогда пойдемте за следующим делом. А чё бы нет? Так, пришел к нам новый чел. Так, криминальная судимость нету. Окей. К суду Банановая Республика. Обвинение, покушение, примечание. Ночью Фредди Коллс, генеральный директор компании Glensiwick, да, был найден мертвым в багажнике своего автомобиля во время обычного патрулирования охранной автостоянки. Было установлено, что камера наблюдения, с которой был виден район, где произошел инцидент в момент происшествия, не работала. Примечание. Охранник Джейсон Хамстред, который был единственным сотрудником компании на момент инцидента, стал подозреваемым и был задержан командами. Какими командами? Ну ладно. Заявление. Джейсон Хамстред. В тот вечер я пробыл на службе всего 3 часа, когда произошел этот инцидент. Во время обычного патрулирования я увидел автомобиль мистера Коулса, но заметил, что багажник машины был открыт. Подойдя к машине, я увидел в багажнике безжизненное тело мистера Коулса. Мое внимание привлекло то, что на теле лежала красная роза. Я немедленно сообщил об этом в полицию. Окей.
Ну, выглядит вроде как окей. Так, по крайней мере, профессионально. А что тут? Что это? Я не понял немножко. Что тут надо сделать, нет? О, четко. Так, а что там? Доказательства. Веревка рядом с автомобильной шиной, использованной для убийства Фредди Колса. Окей. Красная роза, найденная на теле Фредди Колса. Ничего больше здесь нету, получается. Так, здесь нам что-то пришло. Ваша честь, из-за атак анархистов на наше правительство теряется множество улик. Чтобы обеспечить безопасность доказательств на судебных процессах, мы доставим их вам в устройстве, которое мы называем Cryptex. Мы разработали шифры на этом устройстве таким образом, что только вы сможете их расшифровать. Если попробуешь открыть его 3 раза до того, как загорится зеленый свет, Cryptex уничтожит улики. Вот что за головоломка была. Понятно. Ну что, давайте потрендим с челиком. Для парохода через въезд на парковку и ворота, соединяющие компанию и парковку, требуется удостоверение личности. Как, по-вашему, убийца пробрался на парковку незамеченным? Я не могу найти ответа на этот вопрос, Ваша честь. Двери не использовались в системе с тех пор, как я заступил на смену. У вас были проблемы с Фредди Колс, генеральным директором компании. Вы хорошо его знали. Глянцевик является действительно крупной компанией. Я знаю его по имени. Я начал работать 3 месяца назад. Встречался только с отделом подбора персонала и финансовым отделом. И у меня не было с ним никаких проблем. Ну, я думаю, вряд ли это именно убийство было, потому что вряд ли бы он сообщил. Вот мне так кажется. Да, ну вряд ли это саморепорт. Ну давайте. Получается, здесь ничего. Ну ладно. Тогда что? Как ни крути, он здесь не виновен, он просто, как бы так сказать. Ну да, он не виновен, короче, все. Молодец, братуха, освобождаем тебя. Так. Успешно, что там? Провал, если сумма двух костей равна 12. То есть, если 2 шестерки, типа, выпадет. Пожалуйста, введите пароль. Добро пожаловать. Баланс сотка. Выплата зарплаты плюс 600. Аренда дома минус 300. Покупки минус 120. Счета минус 80. Класс. В итоге у меня только сотка осталась. Что тебе надо? Ваша дочь просит $100 на оплату школы. Вы согласны? Ладно. Так. Первое достижение выполнили. Молодцы. Так. Ну чё, давайте доиграем эту неделю, а остальное будет во второй части, потому что что-то очень длинный ролик получится, мне так кажется. Первое. Для начала читаем, что здесь вообще, собственно говоря, написано. Итак, Боб Исаак. Криминальная судимость у него есть. Так что если он виновен, то виновен жестко. К суду Банановой Республики. Обвинение. Кража автомобиля. Примечание. Автомобиль был угнан с парковки напротив дома, где живет Лехман Диас. Это, наверное, вот этот? Нет. Это какой-то вообще понятно, какой чел, ну ладно. Так, после сообщения, поступившего утром, когда автомобиль считался угнанным, удалось отследить номерной знак. Утром того же дня автомобиль был остановлен, и в результате обыска на нем был найден пакет с ножницами для сигар. Кроме этого, никаких других находок обнаружено не было. Примечание. В результате проверки личности человек, находившийся в автомобиле, был идентифицирован как Боб Изак Гров, по прозвищу Биг, известный как бывший угонщик автомобилей. Заявление от вот этого? Нет. От другого чела.
На выходных я на 2 дня отправился на своей машине в наш семейный дом отдыха в Каунтинг-Виллидж. В конце второго дня, думаю, я забыл запереть машину, потому что устал от поездки. Возможно, угонщик воспользовался этим. Так, Бобби Саак, вот этот вот. Да? А, Утром того дня, когда автомобиль считался угнанным, мне позвонил Коннелл Глин, мой давний друг, и сказал, что у него срочное дело. Он попросил меня отнести посылку в его руках в заведение под названием Party Time. Я подумал, что дело срочное, и быстро поехал к Коннеллу Глину домой. Коннелл дал мне ключ от машины и бумажку с адресом места, куда я должен был отвезти посылку. И я отправился в путь на машине. Вскоре меня остановили и выяснили, что машина была угнана. После этого заявления Коннелл Глин был найден у себя дома и доставлен в полицейский участок для допроса. А Коннелл — это вот этот вот. Вполне себе он мог его подставить, но у него нету судимости. Вот, так что, мне кажется, вряд ли это был он. Ну ладно. Я не принимаю никаких обвинений в свой адрес. Я ни о чем не знаю. Окей. Так, это было дело. Давайте попробуем расшифровать вот эту тварь. Так, получается тогда так. Вот это вообще бесполезно. Вот это бесполезно. Ну ладно. Получается, что, типа вот так. Типа так и вот так. Во. Нормально. Так, открываем. И смотрим, собственно говоря, на доказательства. Доказательства. -1. Одни ножницы для сигар и коробка, найденные в автомобиле. Номер отпечатка пальца найден на улике. На планшете есть одна цифровая улика. 2-1, 2-3, 14, да? 2-1, 2-3, 14. Кстати, если в машине... Ну, это его машина, по сути. Ну, его отпечатки там остались, потому что это его машина. Это, наверное, его вещь. Но если это именно посылка... Ну, ладно. Короче. Сложно. Давайте сюда глянем. Цифровые улики. Записи с камеры. Так. Получается, что у нас тут? Не видно вообще. Вот. Честно. Без понятия. Даже не знаю, что сказать. Сложный выбор. Так, ну ладно, давайте поговорим. Где вы были в ночь, когда угнали машину? Вот такой вот вопросик. В тот вечер я сидел со своей девушкой в заведении под названием Пеппис. Я высадил ее у дома, пока не стало слишком поздно, и вернулся к себе. Вскоре после этого я лег спать. Утром я проснулся от звонка Коннелла. Когда был ваш последний разговор с человеком по имени Коннелл Глин? Прошло почти 6 месяцев с тех пор, как я в последний раз разговаривал с Коннеллом, и я был удивлен, получив от него весточку спустя столько времени. Кроме того, я уже давно этим не занимался. Сейчас у меня обычная жизнь и обычные отношения. Я не виновен. Когда вы познакомились с Бомом Исааком Гаровым? Я знаю Боба уже более 20 лет. Это не тот челик. Я знаю Боба уже более 20 лет, и он мой очень дорогой друг. Мистер Гроу рассказывает, что вы дали ему угнанную машину, передали пакет и попросили ехать на ней, куда он захочет. Это правда? Это не имеет ко мне никакого отношения. Последний раз я встречался с Бобом полгода назад. Боб отвлекал меня. Не знаю, это сложно, реально, потому что здесь надо думать, мозги, где, не знаю. Ладно, мне кажется, угонщик есть угонщик, не мог он специально его подставить, угнал машину, как ему до этого додуматься, и почему он, тогда попросил его, уехать и доставить посылку, зачем? На угнанной машине. Он мог бы сказать ему, вот, держи, пешком сходи. Вот, да. Ну ладно. Вот. Я думаю... Во-первых, вот этот вот второй невиновен. Вот этот
Преступление кражи. Кража автомобиля. Наказание 2 года тюрьмы. Усиленное наказание 4 года тюрьмы и $2000 денежное наказание. Вот, ну я думаю, это именно он, хотя опять-таки, да, если мы зайдем в планшет, цифровые, вот, и присмотримся сюда повнимательней, то здесь достаточно такой худенький человечек. Вот. А если мы посмотрим на их телосложение, то вот этот более худой, чем вот этот. Потому что я могу вам сказать. Я не знаю, кто виновен. Абсолютно не знаю, кто виновен. Прям честно. Вот. Кстати, походу, я что-то уже не так сделал. Ну ладно. Я считаю тогда... Наверное, виновен вот этот. Он мог его подставить вполне себе. Вот, так что... Окей. Давайте. 2 года, 4 года и 2000 наказания, да? Окей. Получается все. Ты. Ты у нас не виновен. Вот. А ты у нас на 2 года. 2 года. И сколько там денег было? Ладно, будет 2000, пофиг. Все, готов. А чё низкая вероятность просто? Не понял. Тут я что-то не понял. Объявлено военное положение. Правительство объявило военное положение в связи с активным анархистской деятельностью. Так, окей. Давайте посмотрим дело. Тема дела. Ситуация. Кому будет передана опека над 12-летним Изекиле Робином и его сестрой, 9-летней Кларой Робин. Ответчик, естественно, неважно, кто они есть такие, ну ладно. Так, примечание. Бен Робин и Диаза Робин недавно разведенные. Диаза Робин, мать детей, подала иск об опеке над их детьми. Эзекиэлем Робином и Кларой Робин. Ага, ну я понял. Ужасный ребенок, потому что я не знаю, кто такие имена придумывает, а? Как так можно? Реально. Придумали бы нормальное имя. Ну ладно. В результате развода мать требует от отца определенную сумму элементов. Понятно. Что, цифровые улики, примечания, ничего. Да? Записи речи, тоже ничего. Окей. Тогда что у нас остается? Только поговорить. Тебе грустно, что твои мама и папа развелись? Туэза Келли Робин. Нет, потому что мои мама и папа не очень ладили друг с другом и постоянно ссорились. Нам с сестрой это очень мешало, и я больше не могла выносить, когда сестра плакала. Он вроде брат, ну ладно. Итак, хочешь жить у мамы или у папы? Самое важное для меня это моя сестра. Я, конечно, не хочу ее бросать, но для нее было бы лучше жить с моей мамой. Кому ты отдаешь предпочтение? Моя мама для меня важнее. Я думаю, что для меня и моей мамы будет лучше, если я буду с ней. И, конечно, с моим братом. Это брат или сестра? Кто из них мужик, а кто девка? Я не понимаю. Так, ладно. Тебе грустно, что твои мама и папа развелись? Это уже к ней вопрос. Да, очень сильно. Несмотря на то, что они ссорятся, я люблю их обоих и не могу жить без одного из них. Так, больше любишь маму или папу? Я очень люблю их обоих. Я никогда не хотела, чтобы мои родители разводились, поэтому мне так грустно. Если бы тебе пришлось выбирать, кого бы ты выбрала, маму или папу? Не хочу выбирать кого-то. Единственное, чего я сейчас хочу, чтобы мой брат не покидал меня. Он всегда поддерживает меня. Пожалуйста, не разлучайте нас с братом. Окей. Ну что, я думаю, тут не прям сложно. С мужиком никто оставаться не хочет, поэтому ну нафиг его. Вот. Она хочет остаться с братом, а брат прилагает с матерью, поэтому, ну, а почему бы и нет? Вот. Поэтому что? Так, выбрать решение. Передача обоих детей под опеку матери.
Так, вручение опеки обоим детям отцу. Мальчик передается отцу, а девочка матери. Не, это самое тупое решение. Так, девочка передается отцу, а мальчик матери тоже. Ну, разделять их это вообще ужас. Поэтому вместе они будут, это точно. Вот эти два решения не подходят. Условия были признаны неподходящими, и оба ребенка были помещены в детский дом. Ну, тогда давайте обоих детей матерям передадим. Вот так вот. Так, было 20%. Сколько будет теперь? Надеюсь, нормально. Так, никто ничего не требует. Это хорошо, потому что денег нету. Итак, какой-то дяденька. Итак, криминальная судимость у него есть уже. Это, кстати, очень жестко. Значит, наказание, если он виновен, да? Если виновен. Самое важное. Итак, обвинение, покушение, примечание. Утром Аманда Сельвия совершила пробежку в лесу недалеко от автострады, когда наткнулась на безжизненное тело Фрэнсиса Кримса. Было установлено, что камера наблюдения, с которой был виден район, где произошел инцидент, в момент происшествия не работала. Окей. Примечание. Согласно отчету о вскрытии, смерть наступила в результате длительной асфиксии, без каких-либо следов удара на теле. Согласно утверждениям, последним человеком, с которым общался покойный, был Джеймс Редлоу, член совета директоров компании Karen and Wells. Короче, я загуглил, что такое асфиксия. Асфиксия — это типа удушение, недостаток что-то в крови, там, кислорода, да, и типа потеря пульса, что-то такое. Точно не скажу, ну ладно. Итак, оправдание его или заявление точно не скажу. Так, вот так лучше. В тот вечер мы А в тот вечер мы вместе покинули компанию. Мы поехали в паб под названием Левс Дроп на его машине. Окей. Пробыв там около 1 часа, он отвез меня домой. Я не знаю, что он делал после этого и куда пошел. Мы с Фрэнсисом были хорошими друзьями. Я видел его обеспокоенным, когда мы сидели в пабе, но он ничего мне не сказал, как я не настаивал. Он мужик, ты посмотри, это мужик. Здесь перевода немножечко того, да. Так. Он просто сказал, что в это время в его жизни что-то было не так, и что он не мог ничего изменить, что бы он ни делал. Это все, что я могу сказать. Я очень сожалею о потере близкого друга. Аманда, это свидетельница, вот если я не ошибаюсь. Как и каждый день, в то утро я отправилась в лес. Здесь отправился, а там отправилась. Окей. Где всегда предпочитаю бегать. Передохнув, чтобы попить воды, я увидела тело, лежащее за кустами. Я сразу же сообщила в полицию. Все, что я помню, это то, что человек, лежащий на земле, был одет в костюм, и на нем была красная роза. Йоу, красная роза. Мне кажется, вряд ли это именно он, потому что ну, раз тот человек с ним был не знаком, ну, они бы как-то это совместили. Логично? Логично. Значит, если здесь не совместили, значит, Красная Роза — это что-то другое. Это другой челик какой-то. Ну, ладно, мы еще посмотрим. То есть это не факт. Возможно, просто подржатель, понимаете? Все может быть. Так, если я не ошибаюсь, вот так вот. Потом вот так вот. Третий у нас напротив идет. Четвертый идет вот сюда. Вот этот вот сюда. Капец, как его сложно связывать. Вот, нормально, четенько. Открываем папочку. Доказательства. Веревка, найденная рядом с телом и использованная для убийства Фрэнси Кримса. Красная роза, найденная на теле. Итак, что я теперь могу вам сказать? Этот чел не виновен. Ну, я уверен в этом. Ну, потому что он бы не убил кого-то, с кем близко общался прям. Вот.
Вряд ли бы это было. Как давно вы с Фрэнсисом дружите? Ну, кстати, там я четко принял решение. Окей. А, мы работаем в одной компании уже около 4 лет. Ну а последние 2 года нас связывают близкие дружеские отношения. Был ли, была ли, был ли в компании кто-то, э, а, был ли в компании кто-то, кто недолюбливал Фрэнсиса Каримса или угрожал ему в последнее время? Нет, насколько я знаю, такого человека не существует на самом деле. Он был генеральным директором нашей компании и нравился всем членам совета директоров. Вы часто ходили с ним в паб, о котором идет речь? Да, мы ходили туда не реже 2 раз в неделю, чтобы поболтать друг с другом. Хм, ну окей. Я думаю, он невиновен. Вот. Освободить. Все, четенько. Теперь смотрим, что у меня произойдет. Алло. Письмо. Мы решили повысить вам зарплату благодаря вашим решениям по этим делам. На этой неделе $700 вы зарабатываете. Ничего себе. Спасибо. Теперь мне хватит на что-то. Не знаю на что, но я могу что-то, может быть, купить. Ну, кошке, например, игрушку можно. Так. Пожалуйста, введите пароль. Так. Аренда, покупки счета. Вот. $700. 200 баланса. Нормально. Так, снять деньги. Четко. Четенько. Ну что ж, ребят, на этом будем заканчивать, потому что, ну, судья за 2 недели просрал все бабки. Поэтому, что ж, зато хоть суд был хороший. На этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь и всем пока. Да. С вами был самый офигенный судья в мире. Бум.